Всем привет! Всем большой привет, дорогие наши друзья! И доброго времени суток! Отличного вам всем настроения! И вот у нас новый выезд. Да, и снова мы на Арском кладбище. А привела нас сюда история, очень интересная достаточно история. И мы об этой истории недавно только узнали. Да, что самое странное, как бы эта история уже давнишняя, но она настолько нам понравилась, я думаю, что и вы ее зацените. Посмотрите. Ну, честно говоря, здесь таких могил и надгробных камней очень много. Очень много, да. Вот мы и хотим вам показать немножко нашего, так сказать, казанского колорита, а потом уже пройдемся и расскажем историю. Сейчас мы, наверное, подойдем поближе к таким более знаменитым людям. Ну, это Арбузов, Лобачевский. И, возможно, найдем могилу Шамова, старообрядца, который когда-то построил Шамовскую больницу у нас в Казани. Вот как раз, да, мы медленно, но верно, но мы подошли такие огромные надгробные плиты. Герой социалистического труда, академик Александр Ерминингильдович Арбузов. Вот это отчество. Кстати говоря, здесь очень много детей. Вот смотри, Тань, сможешь показать? Вот там, видишь, 3 памятника. 3 памятника? Видимо, мать, отец и Ребенок. ребенок. Видишь, маленький памятник. Так, сейчас попробую. Нет, пролезать я уж не буду. То есть, если вы поняли, вот мы об этих памятниках. Посередине маленький, это, судя по всему, ребенок. Здесь очень много детей. Вот мы сейчас прошли, посмотрели, да? Да. Не, ну ничего удивительного в те года. Как раз-таки вот это вот кладбище открыли во времена, когда эпидемия вот эта шла, тиф был. Угу. И вот здесь открыли это кладбище в те времена. И, скорее всего, я не знаю, старая страна вот эта, самая старая. Вот поэтому здесь и много детей, потому что очень много детей от тифа умерло. Да. Батюшки совсем маленький. Ну что, 2 годика мальчику. Детский хирург, да, и еще с ребенком, да? Похоже, его сын или внук. Может, внук? Смотри, фотка какая. Ух ты! Историческая прям. Ну, люди, кстати, тоже здесь пробирались. Интересно, и все смотрят, да. Посмотрите, какое фото. Ну, на самом деле, таких фотографий здесь немало. Это наша история. Обалдеть. Ну, просто, вот, ну, как сказать, вот для любителей, кому это интересно, вот просто посмотрите, это действительно, ну, мне кажется, это интересно смотреть. Не обязательно там все сразу там ночь и эксперименты и прочее. Ну, днем же тоже можно посмотреть. Конечно. И есть на что посмотреть. Конечно. Ночь, конечно же, будет, не переживайте. Мы знаем, что вы это любите. Да и мы. Обязательно будет. Ну, да, эксперименты мы проведем. Без этого никак. Это очень интересно и любопытно. Тем более это приурочим к той самой истории. Это тоже похоже ребенок. Петров Лёва. 1926, да, 1941. Ну, в общем-то, относительно не так давно такие памятники делали. Ну да,
она не настолько старинная. 41 год, начало войны. Это у нас заслуженный профессор химии. Так, сейчас посмотрим поближе немножко. Казанского университета. Любите друг друга. Это, наверное, то, что он завещал, да? Да. Правильно завещал. Любите друг друга, люди. Будьте добрее. Боже, еще ребенок. Яшин Игорь. Это ужасно. Здесь детей очень много. Да, Что 63. современные достаточно, да? Ага. Что древние. Болгарский. Ребенок, да. Да, ужас какой-то. Что ж такое-то? Анечка. Прямо напротив, смотри. 53-й, 66-й. Да. Вот снова интересный памятник. Студент. Вообще студент авиастроительного института. 24-41. Первый премьер-министр Республики Татарстан. Сабиров Мухаммад Галямович. И его супруга. Да. Ну, здесь такая местность овражная, очень, очень живописная, скажем так. Рядом тут дорога, жизнь кипит. Нет, ну мы поэтому днем и приехали, показать хочется вам, правда? Да, Потому чтобы что вы очень видели. интересно такое кладбище. Видели масштабы, видели как бы... Ночью этого всего мы просто не увидим. Конечно. Вот, кстати, Вот. крест посвящено. Блаженной Во. памяти умерших казанских граждан старообрядцев. О, какая интересная. 1852-1869 года. Журавлева, потомственная почетная гражданка. Ольга Васильевна принадлежала к известной в свое время купеческой семье Журавлевых. На этом постаменте раньше стояла 127-сантиметровая скульптура скорбящей женщины, но в 90-х годах ее украли два алкаша. Расскажу вкратце. Скульптуру нашли, точнее, сотрудница музея выкупила ее у этих пьяных вандалов за бутылку водки. Теперь эта скульптура находится в художественной галерее Казанского Кремля, так как вернуть обратно на погост побоялись очередного вандализма, который периодически случается со скульптурами малой формы, и они попросту исчезают. Так вот, был один известный купец по имени Иван Николаевич Журавлев. Имел звание потомственный почетный гражданин Казани, а Ольга Васильевна являлась первой его женой. И также была дочерью крупного хлебника, владельца мельницы и барж, купца первой гильдии Василия Ивановича Романова. Да сюда дойдем, вернемся. Хорошо, И смотри, еще интересно, вон там, что за стена красная. да? Ух ты! Да. В прошлый раз там, по-моему, не видели, да? Нет. Ладно, мы туда поближе... Потому что пустые были. Да, кстати, мы вот этого всего просто не видели. 1723, 1784 и 1743 и 79 года. То есть это вообще... Это такая древняя могила. Это вот современный просто- крест поставили, а Да. вот что-то осталось. Просто остался камень с тех времен. И вот еще посмотрите, какие плиты. Я не знаю, как здесь пробраться. Простите меня, тут Христа ради все покоящиеся. Но это интересно. Посмотреть бы, что там. Но там нет ничего на них. Там написано, когда поступил. Да? Сейчас попробую. Ой, здесь свет, здесь вообще почти не разобрать. Да. Ну, А, ну там крест нарисован. да, здесь Ну это старообрядческий крест. старообрядческий, да, точно.
Ну так это же часть старообрядческая, Да, поэтому да. многие из Здесь них... тоже старообрядческий крест нарисован. Ага. Ну, выгравирован. Выгравирован. А там внутри что там? Гроб или что там? Кто знает, друзья? Друзья, да, вы знаете? как бы, Кто знает, пишите, пожалуйста, в комментариях. Это гробы такие раньше были или просто, как это называется-то? Это замуровывали туда. Вот. Замуровывали, да? Вот Там там, тело или гроб? Вот да. непонятно. Как хоронили старообрядцы? Кто из вас знает? Пожалуйста, пишите. Это же очень интересно. Очень много свежих могил старые. Оставляют надгробные камни. И рядом хоронят уже вот один из примеров тоже. Да? Здесь что-то разобрали. Кирпич какой-то лежит. Мальчик тоже, он корабль сделали. Посмотрите, какая милая фотография семейной пары. Вместе будем вновь, видишь, написано? Мы вместе будем вновь, да. Это дети, смотри. Это дети, действительно. Это дети, это точно. Посмотрите. Вот это да. Смотри, здесь двойная такая, да? Здесь одиночная, и здесь тоже двойная. Жуть Близнецы, какая. что ли? Или что? Как понять? Вот и мне интересно. Ребятки, ну вы знаете, что делать. Обязательно, кто знает, пишите. Тоже дети. Батюшки. Кто знает, пишите, пожалуйста, в комментариях. То есть вот эти вот сдвоенные, так сказать, стилизованные гробики. Но нет, это, судя по всему, не гробы, а вот именно надгробия такие. А сами могилы, они внизу, видишь? Плита надгробная и просто вот такие. Неужели так? Это ж, Но он же, видишь, целиковый. Они же целиковые идут. ну да, их заливали, может, так. Не знаю. Ну так, знаешь, жутковато надо смотреть. Вот так смотришь, а там прям маленькие гробики. Так, Александры Андреевны Никитиной Шибаевой, урожденной Шибаевой, скончавшейся после тяжкой болезни 1892 года, 29 марта в 11 часов утра, 26 лет. Это ужасно. День ангела Ея бывает 21 апреля. Вот представляете, ребят, как интересно всю информацию писали, максимально. Да, даже День ангела писали. Да, Сейчас не пишут. А, кстати, неправильно. Вот надо писать тоже, мне да. кажется. Мне кажется, в день поименовения, что ли, чтобы люди Конечно, в знали. День ангела нужно писать не только, то есть, там, день рождения, да, чтобы упоминали и День ангела. Да. Ну, то есть 3 даты, скажем так. День рождения, день смерти и день ангела. Откуда эти кирпичи? Почему их тут так много? Кто-то что? Кто-то проходил ночью. Ну, Света. Черный юмор. Кто? Мы туда подойдем к стене? Вот я смотрю, тут вроде можно пройти, да? Пойдем. Или сначала мы к Шамову? Я не знаю. Ну, Давай на обратном все пути, равно да. обратно что-то. И этот жуткий скрип деревьев. А вот ты представь, как здесь будет ночью, друзья. Здесь Да. ночью будет вообще. Представляете, ночью в темноте и вот этот скрип, Да уж. пробирающий до мурашек. Да, Тоже свежий. да, свежий. А там я не знаю. Там Туда мы не видно. зайдем. Ну там тоже что-то очень старое. Не видно? Смоленцево. 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 Ты Да. знаешь их? В
1850, 1800. 1925. Вот Шамов. Да, вот мы подошли к Старообрядческому Поморскому кладбищу. Вот табличка, манифест императрицы Екатерины Великой от 4 декабря 1762 года. И вот их усыпальница знаменитого Шамова, купец Шамов. Вот, собственно, характерные вот эти вот надгробные плиты в старообрядческом стиле. Видишь, там вот эти ребенок, и не один. Вот так. Так, здесь, видите, регулярно приходят, тоже ставят ручки родственники. И вот вся его история. Если кому интересно, ставьте на паузу и читайте. Ага, сейчас. Заметила? Вот здесь прям хорошо видно. Кто-то приходит, свечки жжет. Прилуцкий скит. Видишь? Ого, аккуратно. Вот. Ой, Прям точно. видно, видишь, прям воском Да. капал. Точно. Посмотрите-ка. Действительно. То есть вот эти старые надгробия они оставили. Вот тут вот тоже. Если вы видите капли воска. А это кто, наверное, изготовил вот все, да? Так, интересно. Торговля памятниками Ивана Ивановича Новикова. Москва это. В Москве изготовляли. Друзья, ставьте лайки и пишите в комментариях, кто хочет, чтобы мы пришли сюда вот ночью и именно здесь провели свои эксперименты с Kinect-камерой и, конечно же, ЭГФ. Если наберется, допустим, 500 лайков под этим видео, тогда мы точно сюда придем ночью и точно проведем все эксперименты. Будет 499, не придем. Да. Старообрядческая часовня. Поминовение усопших. Смотри, даже написано. Это получается... А ты понимаешь, что написано? Вражням, ну, врагам, да? Или что? Вражинам. Старообрядческий. Ну нет. Врячись. Кто-нибудь понимает старообрядческий? Все милостивого Не спаса. читай, а то кого-нибудь вызовем еще, не дай бог. Не надо. Хорошо. Не буду. А вот вам еще тоже очень интересный вид. Посмотрите, здесь уже идет овраг. И кладбище спускается вниз. Кстати, покажем. Тут идет, вот, посмотрите, Да, вот такая сужение. тропинка. Тропинка. Слева и справа овраг. То есть ты идешь вот так вот по этой тропинке. И буквально там... И это, ну, реально страшно. Да, буквально там на ширину 3-4 могил, что ли, не больше, даже где-то 2. Это жидкий асфальт. Уф, Вот, это представляете? место, это вообще... да, очень эпично. Так что зря кто-то сказал, что это обычное кладбище. Оно... Нет, это не обычное Нет, оно кладбище. далеко не обычное. Это вот уже во враге. Это овраг. захоронение. Да. Я вообще не представляю, как там... А, ну нет, вот там вот спускаются как-то. Спускается, да. Мгм. Там, скорее всего, тоже лестница. Там тропинка, вон, я вижу. Но, видимо, уже некому укреплять, да? Да. Вот она уже туда рушится. И со временем она 100% рухнет туда. Да сколько уже таких могил, скорее всего, обрушилось. Как его укрепляй, не укрепляй, этот овраг рухнул, да. Рухнуло здесь. Вот эти места, вот там, ну прям даже было видно, там падали, вот так обрушивалось. Возможно, Здесь участь такая же ждет. ага, возможно, из-за этого, собственно, и происходят всякие
Аномалии, да? Да, аномалии, паранормальные явления. Вот прям даже, знаешь, вот отсюда вот сними, как вот она прям падает, ее же видно. Ох, жесть какая-то. Да мне страшно же стоять здесь. Ты говоришь, сними. 2 шага. 2 шага, и я... Представляете, ребят? Это жесть. Интересные места. Ну Не, что? не то слово. Двигаем дальше к стене, К стене и будем выяснять, что же это за стена такая. Ну, да. Вот я не знаю, видно отсюда будет, нет? Ну, Тань, вот смотри, вон там уже крест упал просто. Ну, Он уже во враге. да, да. Ну, почти. Да, вижу, он даже лежит во враге, крест с Мгм. табличкой вон. Не знаю, как показать, не видно, не видно, я просто не могу поймать в фокус. Нет, если кто-то скажет из вас, что просто выкинули, нет. Здесь просто не сюда выкидывают обычно. Да, Такой это не выкинули, это он упал. Мальчики, мне бы тут не упасть. Я даже под ноги не могу толком посмотреть. Давай попробую. Ну да, вот так отсюда. М, Просто вот так-то. Сейчас остановлю пока. Вот таблички. Так, сейчас я пройду сюда поближе. Ой-ой-ой. Ой. Ой-ой. То есть вот смотрите. Окно. Это вход был, да? Или Это не вход, это было окно. Смотри, она сгорела, Тань. А, точно, она сгоревшая. И то есть вот эта вот деталь осталась, уцелевшая. Часть стены. Здесь даже камни, посмотри, их сюда сложили. Да. Ну, может быть, от захоронений, да? Не факт, это, скорее всего, нашли просто когда могилы... Ой, я тут проваливаюсь. Здесь везде лед. Так, часовня старообрядцев Белокреницкого согласия построена казанским купцом Якимом Ивановичем Коровиным. Коровин. Середина, да, середина 19 века. Ой, а там я вообще ничего не вижу. Так, народный советник Николай Яковлевич Агафонов скончался здесь в память от рождения, День ангела. А вот выше. Потомственный почетный гражданин Казанский, второй гильдии купец Аким, Коровин. Аким, да, Иванович. Коровин. Да, да, да. То есть тут еще Это когда он скончался, получается? скончался 9 августа 1852 года, на 52 году жизни. Да, получается, он тоже где-то здесь захоронен. Да, но раньше же и сейчас, в принципе, здесь на этом кладбище такое практикуется, что хоронят В храме. в храме, да, Там да. стоят как тоже усыпальницы в храме. Мгм. И вот, скорее всего, этот купец, ну так как он построил эту часовню, и покоился там, а уже после того, как не стало этой часовни, видимо, и захоронение утеряно. Ну как утеряно? Оно где-то здесь, а вот где? Вот теперь мы выяснили, что это была за стена. Да. Мы сами не знали. Ну, летом ее не видно. А в это время года мы и не были здесь ни разу. Да, видите, как много здесь всяких артефактов, которых мы даже и не подозреваем. Вот взгляните еще на этот интересный памятник. Почему он нас заинтересовал? Здесь рядышком маленький крестик и памятник. Сейчас покажу вам. Мы предположили, вот посмотрите, маленький крестик рядом. Возможно, эта женщина, она при родах умерла вместе с ребенком. Как вот здесь. Вот мы даже здесь не пролезем, не посмотрим. А там, смотри, еще голубь. Что? Два голубя даже. Два. Там, видишь, Там даже голубь. один маленький голубь, а другой побольше. Но сейчас не смогу его в этом режиме посмотреть. Сейчас посмотрим. Посмотрите-ка. Здесь голуби. Раз. И два. Два голубка.
Уж как интересно. Сейчас. Здесь лужа, конечно, но я попробую. Так и нет никаких опознавательных знаков. Нет вообще. Ничего не написано. Возможно, табличка просто утеряна. Короче, нет ничего. К сожалению, мы этого не узнаем. Ну, это наше предположение. Мама и ребенок. Вот. Скорее всего, таблички вот. Здесь... Может быть, Шарымов Валерий, вот у него... Вот он только родился. В это же время, видишь? Да, возможно. И снова детские могилы. Годик. И мы приближаемся к церкви, которая находится на территории кладбища. Это единственная, по-моему, церковь уцелевшая, да? Какой покосившийся крест. Но это уже со временем, мне кажется, они чего только не претерпели. Вот благодаря этим людям мы узнали, оказывается, что это город поставил купцу Ложкину, да? Да. Благодарность. Благодарность, да. Ложкинская часовня. Так называется склеп над могилой купца-благотворителя Ложкина Василия Михайловича. В 1848 году Василий Михайлович пожертвовал для городской богадельни свой каменный дом. Дом презрения бедных, престарелых и увечных граждан Казани. Дети. А вот, собственно, могила служителей церкви. То есть вот они все идут. Как интересно, здесь еще ставни целые. Да. И вот эти красивые фонари. За церковью очень следят. Помню, с какого она года, но она очень старая. Здесь еще города не было. Это самая вообще окраина города была. Тут вот стали здесь хоронить, я говорю, вот после тифа люди умирали. От тифа точнее. Совсем маленькая. Столько детей вообще, причем вот в одном здесь Какие районе. здесь кресты, да? Да, но мне кажется, знаешь, их ставят специально, ну как бы, вот где семейные есть вот эти захоронения, вот такие большие кресты ставят. Смотри, это тоже. Иеромонах, протоиерей, то есть вот все Да. протоиерей. А вот здесь покоится Сергий, архиепископ. Его хотят приобщить к лику святых. Вот я точно не знаю, то ли уже приобщили, то ли еще в процессе. Но вот люди сюда приходят, православные, и говорят, что вот прикладываются к его иконке и исцеляются. Тоже Трагически погиб. ух ты.
Видите? Как гробик. Он даже вот эта вот кайма приклеена или пришита, я не знаю. Но смотрится на самом деле жутковато. Все вот эти постройки, видишь, они уже полуразрушенные, они единственное, для чего годятся там... Хозпостройки. Да, хозпостройки рабочие. Точнее, не хозпостройки, а сейчас уже они принадлежат для хозяйственных нужд. А так-то это были склеп. Ну вот это, например, он еще и есть склеп. Да, он даже замурован. Замурован. Вот склеп. Кстати, пойдемте посмотрим. Хотите заглянуть в склеп? Там квадроцикл стоит, похоже. Чей-то. Интересно, видите, да? Ну, такой вот склеп. Инвентарь. Ну, инвентарь и квадроцикл. Там кресты вот стоят, видите? Это просто скутер. Скутер? Да. А. Старый, Видите, снова ребенок. И снова ребенок. Я не знаю, но здесь столько детей. Вообще. Ну, дальше уж мы не пойдем. Как видите, там. Да, там уже не пройдешь особо. Что? Выходим? Такое интересное надгробие. Что там написано? Натали, Джулиан. Топлер. И это снова маленькая. Ну, тут вдвоем они, да, с мамой. И ее дочь Авочка написано. В ней светлый разум сочетался с прекрасной русской душой. Помнишь? Тоже про... На пороховом кладбище мы снимали, там была могила одной учительницы по русского языка. И у нее та же самая была, ну, эпитафия. Интересно. Да. Помните, ребят? Чернояров Дмитрий Иванович, Скалозубова Черноярова Александра Григорьевна. Видите, как интересно. Как иконостас. Ну, никак, это и есть иконостас. Здесь что-то щелкает. Если мы узнали, кто здесь захоронен, то мы вот здесь уже вставили информацию. Есть у нас в центре города одно здание, известный Казанский пассаж с мистической историей. Именно этот пассаж был назван в честь купца Черноярова Дмитрия Ивановича. К сожалению, фотографии с самим купцом и его женой Александрой не сохранились, так как сгорели при пожаре. А вот тот самый пассаж. Это здание окутано легендами, тайнами и мифами, историями о тайных масонских символах, которые украшают здание, а также о женщине-призраке в красном, появившейся после пожара.
Но оставим эти истории на потом. Это тема для отдельного ролика. Как-нибудь мы обязательно посвятим этим легендам целый выпуск. Вот, друзья, мы подобрались еще к одному склепу. Сейчас я вам покажу его. Вот такой склеп. Но он уже, естественно, перестал быть склепом. Там, видите, тоже хозяйственная постройка. Ну, в смысле, здесь хранят уже какой-то инвентарь, прочее. Надеюсь, вы видите, потому что я очень плохо вижу. Там, по-моему, какие-то фонари, да, стоят. Крест. Причем у нас фонарей мы с собой не взяли, ни одного фонарика. Да, крест какой-то стоит. Ничего не видно. Я ничего не вижу, друзья. Надеюсь, вы рассмотрите. Мне солнце светит. Друзья, мы тут шли. И вот увидели подготовленную могилу. Я не знаю, как показать, я не могу достать. Не думаю, что стоит осторожно. Вообще видно? Не знаю. Когда делали съемку, мы не видели глубину могилы, а при записи увидели и поняли, что могила не глубокая, и если присмотреться, то там видно остатки досок от гроба и красная ткань, которой когда-то был обшит гроб. А это значит, что захоронение происходит уже не первый раз, а скорее всего второй или даже третий. Смотри, экипаж самолета Ту-124 трагически погибшим при исполнении служебных обязанностей. 79-й год, да. Воробьева, видимо, муж с женой, да? Ага. Жена командира, да. Жена командира, точно, командир. Второй пилот, штурман и бортпроводница. Не знаю, может быть, кто-то знает об этой трагедии. Я что-то не слышала. 79-й год. 79-й год, ну да. Ну да. Поискав в интернете, мы наткнулись на информацию об этой трагедии, которая нас просто шокировала. Вот послушайте. Самолет Ту-124, выполнявший пассажирский рейс, вечером 27 августа 1979 года вылетел из Одесского аэропорта, взяв курс на Казань. Полет проходил нормально. Спустя какое-то время борт перестал отвечать на радиосигналы. Также Ту-124 не видели и по радарам. С наступлением темноты один из жителей Иноковки поставил сеть на реке, как раз в том месте, где река Ворона огибает село своим руслом, и, усевшись в лодку, остался сторожить улов. Уже за полночь задремавший рыбак проснулся от громкого хлопка. Еще через мгновение лодку чуть не перевернуло прокатившейся по речной глади волной. Откуда-то сверху посыпался град из неразличимых в темноте предметов, а секунду спустя в нескольких метрах от лодки всплыл труп женщины. Посидевший от пережитого ужаса рыбак со всех ног бросился домой. Примерно через 2 часа после исчезновения самолета в Кирсановском РОВД раздался звонок. Звонили из Иноковки. Не дождавшись рассвета, местные жители сбежались к месту катастрофы. То, что они увидели, трудно описать словами. На полянке в радиусе 300 метров валялись обломки самолета. Вокруг них обезображенные людские тела.
Кто-то сразу сообразил, что к чему, и принялся снимать с трупов кольца, серьги, коронки. Среди разбросанного багажа было много коробок со сливочным маслом. Его брали с запасом на бутерброды. Мародерство прекратилось только к 6 утра, когда место падения самолета оцепили войска. Работы по сбору трупов продолжались не один день. Из 56 пассажиров уцелели, в кавычках, только 3, а остальные трупы являли собой развороченные куски человеческого мяса с оторванными конечностями. На ветвях деревьев висели руки и ноги. В кроне прибрежной ветлы нашли труп стюардессы. Ее ногу отбросило в сторону на несколько десятков метров. На трупах не было почти никакой одежды. Ее сорвало потоком воздуха при падении. Кабина, где находились командир, второй пилот, штурман и 3 зайцев, которым не нашлось места в переполненном салоне, упала в 40 метрах от центральной части фюзеляжа. Люди, сидевшие в ней, превратились в кровавый фарш, размазанный по приборной доске. Сила удара об землю была такой, что один из двигателей вошел в грунт на глубину более 2 метров. Расшифровка данных из черных ящиков дала возможность восстановить подробности катастрофы с точностью до секунд. В 0 часов 42 минуты московского времени на высоте 9300 метров произошло самопроизвольное открытие закрылок, расположенных в тыльной части крыла. При крейсерской скорости 900 км в час самолет резко затормозился и начал пикировать. На высоте 6200 метров, когда скорость падения достигла 1260 км в час, обшивка не выдержала и корпус самолета развалился на части. Пассажиры высыпались оттуда за долю секунды. Еще чуть дольше 30 секунд длилось свободное падение. До земли долетели трупы. По заключению врачей, люди умерли от разрыва сердца, еще находясь в воздухе. На вопрос, почему открылись закрылки, однозначного ответа дано не было. То ли вышла из строя электросистема, то ли кто-то из зайцев, сидевших в кабине, среди них был 9-летний мальчик, дернул за тумблер, расположенный сверху за командирским креслом. Разгадку этой тайны не узнает уже никто. После трагедии лайнеры этой серии пустили на металлолом вместе с памятью о людях, нашедших свою смерть на Тамбовской земле. Ребята, а сейчас мы вот приблизились к той самой аллее, которая полна различных слухов и мистических легенд. Аллея номер 5. Так, сейчас минуточку я вам ее покажу. То есть, помните ту самую аллею, где мы снимали и засняли какую-то сущность на старый телефон? То есть там с плохим качеством съемка была. Это та самая аллея. Это раз. И еще мы сейчас пройдем и покажем вам еще одно интересное место и расскажем историю этого места кратенько. Там тоже есть о чем рассказать. И еще, друзья, эта аллея, она действительно, как Таня уже сказала, очень мистическая. Вот именно в этих вот краях сейчас здесь уже очень много памятников поменено. Здесь стоят уже как и современные, так и, то есть многие просто поубирали и выкинули вот в тот овраг, куда мы сейчас с вами пройдем, вы увидите. Так вот, что я хотела сказать. Собственно, вот история, которая произошла вот с этими людьми, передачу про которых вот вы сейчас увидите, мы вставим. Вот она началась вот отсюда. Именно вот где-то вот в этом районе. Сейчас уже этого нет, но вот снова хочу сказать, это произошло все на 5-й аллее.
И все, что связано, почему-то связано именно с этой аллеей. Какая-то она странная. Да. И мы хотим это проверить. Да. Республика Татарстан, Казань, суд. Здесь рассматривается уникальное дело. Здесь как бы изучаются паранормальные все-таки явления. Этот человек утверждает, что статуя на участке его соседа мистическим образом убивает людей. Этот человек боится делать какие-либо выводы. Он лишь утверждает, что несколько лет назад видел, что этот памятник был установлен на кладбище. А теперь он находится где-то в глубине участка его соседа по даче. Он все время его перетаскивает. Вот сначала этот памятник стоял в глубине, вот этого не было зашито дома. Там ниша метров 5-6 длиной. Вот этот памятник стоял в глубине ниши, там был вход у них, около двери. Но направлен был на юг. В этом же направлении, в общем-то, по аллее, в основном поумирали люди вот за это время. Сергей Новиков рассказал нам, что этот идол приносит смерть всем, кто попадает в его поле зрения. Ну вот сзади меня находится дом, 121 участок, там 2 человека умерло. Сначала умер Игорь Иванович, он электриком работал в нашем саду. Через год умерла его жена. 141 участок Олег, им чуть больше 40, наверное, лет было умер. И через участок там девочка 29 лет умерла. И умер ее дядя и тетя. И эти люди, по словам Новикова, только начало списка жертв. Последние 3 участка на нашей стороне. Все 3 умерли. Один только женился. Полгода прожил с молодой женой, умер. Художник умер. И Царев. Вот, ну, в общем, я говорю, 14 человек вот за этот коротенький период времени. Сергей Новиков уверен, статую нельзя было забирать с древнего кладбища. Кем бы ни было изображенное существо, оно пропитано энергетикой смерти. Происхождение этой памятника кладбищенской, для этого памятник видел неоднократно на Нарском кладбище. А с кладбища, ну, какой человек нормальный возьмет? Кирпич туда принесешь, все равно его уже забирать нельзя. На этой аллее стояло 3 таких статуи. 2 рядышком, вот примерно на этом месте ориентировочно. И одна стояла в районе склепа за центральной аллеей. Ну, номерков уже не было. Статуи побитые, не было ограды и совершенно затертые могильные бугорки. Это дело все убрали, потому что без регистрации места не хватает. Если статуя деревянного идола действительно принесена с Арского кладбища, она вполне может изображать страшное существо из местных легенд – женщину Шурале. Отродье, похороненное на окраине. Да, проверить стоит. И я думаю, прийти нужно сюда, вот именно сюда, на эту аллею ночью. Вот этот поворот. Да. Тот самый поворот. И вот эти ограды. Вот справа синяя ограда, не вот эта, которая ближе, а вот которая дальше. Вот как будто бы он с этой ограды вышел, этот силуэт. Да, А это там покоится кто? молодой человек. Это я еще, по-моему, в прошлый раз А, да. снимала я, да. Да, вот. Вот, сейчас вы можете видеть. Мгм. 48-й, 68-й, 20 лет. Вот именно отсюда, собственно, и был силуэт. Да, да, вот отсюда он ушел в сторону. Так, я, наверное, сейчас пофотографирую тогда. Да. Несколько фотографий сделаем, Ну, посмотрим. давай сначала пройдем до вот этого бугра. Я пару слов про него расскажу. Просто это тоже очень значимое место у нас в Казани. Сюда даже экскурсии водят. Приходят люди. И молодые девушки, кто несчастен там в любви или кто хочет любви, вот они приходят на этот бугор, просят исполнения желания. В общем, не знаю, насколько это сбывается, не сбывается, но вот есть такая вот легенда. И как бы она имеет место быть. Вот пойдемте посмотрим на этот бугор. Как вы уже знаете, наверное, мы уже это показали. Это кладбище, оно все в таких вот
рвах, обрывах каких-то вот этих вот, как они называются. Овраги. Овраги, да. Ну, вот это место, собственно, тоже как бы идет вот во враг. Мы сейчас вот наверху находимся. Вот это спуск вниз. И вот конкретно вот это место называется Бугор Веры. Верочкин бугор. Там Верочкин по-разному его бугор. как-то Да, называют. Ну, да, по-разному. Раньше, ну почему Бугор Веры, я не знаю, потому что, в общем-то, его назвали в честь одной девушки, которая покончила жизнь самоубийством. И, собственно, которую звали далеко не Вера, а вроде бы как Дарья. То есть мы находимся на так называемом пятачке, да, таком полуостров. Это Верочкин бугор. В феврале 1885 года покончила жизнь, значит, самоубийством Дарья Латышева. Это дочь купца. Она закончила Мариинскую гимназию. Она где-то, значит, влюбилась в студента университета, а мать умерла, мачехе она не нужна. И мачеха муж говорит, ну давай замуж ее, и чтобы, как говорится, значит, с плеч дало. Их знакомят с другом, сыном друга купца. Она сопротивлялась, плакала, папенька, маменька, вот не хочу я, значит, не люблю я его, все равно полюбишь, все равно, значит, замуж выйдешь. Да, их венчали в Петропавловском соборе, ну и, значит, первая ночь, понятно, и она ему говорит, вот надо мне, значит, выйти. Ну, выйти. И вдруг раздался выстрел, щелчок, и, значит, тело рухнуло. Ну, понятно, хоронить надо. Это все разнеслось. Ну, сегодня бы, наверное, в меньшей степени, там Казань была и меньше, и психология была. Вы можете представить, чтобы кого-то из сегодняшних хоронило, ну, можно кое-кого представить, 5000 человек. Потом, спустя уже и даже десятилетия, значит, сюда приходили курсистки, в основном девчонки, брали песочек, так же, как и с пещерки, с могилы Гурия, чтобы экзамены сдать и так далее. Ну, искали себя в будущей, так сказать, супружеской, гадали на супружескую жизнь. Но в любом случае, 5-я аллея, значит, в упор проходите, это Верочкин бугор. А потом вот каким-то образом произошло изменение, что Дарья превратилась в Верочку, ну, возможно, Вера во что-то лучше, что нас в любом случае ожидает. Доподлинно неизвестно, похоронена она здесь или нет, но вроде бы как да. Единственное, ее не отпевали. Ну, естественно, она же самоубийца. Так вот, представляете, вот все это место, то есть вся эта местность, где вот сейчас мы находимся, да, конечно, в те времена здесь было меньше могил, но тем не менее, представляете себе количество народу, которое пришло проводить эту девушку. То есть 5000. Это огромное количество по тем временам, тем более сейчас это огромное количество. А вы представляете, по тем временам, когда население города было намного меньше. Здесь даже вот на этом бугорке, да, очень много детей. То есть там вот мы вам показали, да, вот ребенок. Как... Я не вижу. Это Павел, да? Да. Мальчик. Чуть вот поодаль, видите, вот там крест. Чуть поодаль, вот там тоже. С бабушкой, видимо, внучек маленький, тоже мальчик похоронен. Повсюду здесь очень много все-таки детей, я не знаю. Может быть, это везде так или нет, я не... Смотрите, там еще мальчик. Или нет? Нет, это девочка маленькая. То есть, понимаете, вот этот весь... Чуть-чуть вот я отошла, да? Тоже девочка. Маленькая, годик. Там молодая девушка. В общем, знаете, кажется, когда много покойных детей в округе, это тоже как-то грустно и печально. Где белка-то? Вон сидит, вижу. Да, здесь что-то белок много.
Да, очень много белок нынче, да, кстати. А еще, друзья, вы знаете, здесь где-то похоронен писатель. Писатель ведь он, да, Тань? Молодой парень. Трагически погибший. Сейчас я покажу вам его. Он здесь где-то. Что это? Жгли? Да, что-то. А может, венок здесь висел? Ну, типа венок. Ну, а что еще так плавится? Зачем это сделали? Ну, кто ж их поймет? Ума-то палата. Это, знаешь, из категории хейтеров. Ну, такие же. С таким же интеллектом. Вот, Мигачев. Вот он, Геннадий Мигачев. Кстати, ой-ой, как здесь скользко. Кому интересно, можете набрать в интернете, посмотреть. Мигачев Геннадий Станиславович. 72-го года рождения, в 92-м году он погиб. Его, по-моему, сбила машина. Но это, в общем-то, дальше вот его мама, Щеглова Елена Геннадьевна. То есть... Она умерла в 98 году. И ее, по-моему, убили. Убили за то, что она стала расследовать гибель своего вот сына. Потому как это была какая-то, ну, такая как загадочная. Смерть-то была не загадочная. Машина сбила, в общем-то, какого-то чинуши, как говорят. И она стала расследовать, ну, проводить свое расследование, так как... Милиция это в то время не захотели браться за это дело. И вот к чему ее это привело, расследование. Видите, в 98 году ее просто убрали. А что интересное самое, да, человек писал книгу. Ну да, несколько книг он написал. Можете почитать их. Они, в принципе, по-моему, в интернете тоже есть. Вообще человек был такой, ну, занимался то ли мистикой, не занимался, его просто интересовала эта темная часть жизни. Если, ну, вы почитаете, вы все поймете, вроде бы как он был на стороне, не знаю, на какой-то темной стороне. То ли просто достаточно творческий человек, и Бог его знает, что у них там в голове, да, у творческих людей. Ну, в общем-то, интересная личность, так сказать, была. И, ну, как поговаривают, все-таки что-то с мистикой он был связан. Так, ну все, друзья, сейчас давайте сходим, пофотографируем вот то место. И, наверное, на этом закончим дневную съемку, да? Да. И встретимся уже в ночной. Да, в ночной.